Сегодня разговор пойдет о штриховке. Это тема, которую просили ребята и подписчики, которые были, кинули этот вопрос чуть не одним из самых первым. Как штриховать? По сути своей, все знают, как штриховать. И вопрос упирается в несколько методов. Я сейчас расскажу и покажу, как это происходит. Итак, у нас есть карандаши, есть мягкие карандаши, есть графитные карандаши. Все обычно начинают с графитных карандашей, поэтому поговорим именно о графитных карандашах. Есть карандаши потверже, есть карандаши помягче, но удобнее всего работать карандашом HB или HB, HB, как называют, или карандашом B, или карандашом 2B. Это те мягкости и те твердости, которые нас максимально устраивают. Если карандаш взять помягче, он будет слишком пачкаться, если потверже, ничего не будет видно, слишком жестко, в руке будет тяжело. Поэтому ориентируйтесь на эту тройку карандашей, будет удобнее всего. Не сильно и пачкаются, и не сильно работают. Итак, теперь как штрихуется? Штриховать можно и разрешено самыми любыми способами, поэтому мы обсудим их все и поймем, какие из них более выгодны или нет. Первая штриховка, которая удобнее всего воспринимается, это штриховка без того, что вы отрываете руку от листа и выбираете некую точку, проводите линию, потом проводите следующую линию, и появляется куча таких полосочек, которые наштриховываются так. Это нужно для неких графических способов, когда вам необходимо показать поворот одного края, поворот другого края, увидеть, как они наслаиваются друг на друга, использовать эту фактуру наложений. Очень приятная штриховка, всегда с точным краем, дозированная, с добавлением, позволяет передавать самый неожиданный результат. Такая простая штриховка и технически очень удобна для начинающего человека. Особенность заключается в том, что скорость проведения линии, к этому надо привыкнуть, не должна быть медленной. Все дело в том, что сердце бьется в нашей руке, давление, которое у нас есть, и есть так называемая пульсация, то есть если вы когда-нибудь стреляли в тире из ружья, то вы заметили, что когда вы держите ружье, то у вас в зависимости от количества ударов происходит такое движение. Такое движение. Поэтому если вы проводите руку и ведете линию медленно, то как бы вы ее ни напрягали, у вас будет происходить изменение удара, кровеносного давления, и рука будет идти неровно, плюс к этому фактура бумаги, плюс к этому мышечное напряжение. Все это создаст такую неровную линию. Она будет очень хорошая, но неровная. То есть вы можете очень напрягать руку, стараться, но от этого будет получаться только хуже на начальном этапе. Будет такое достаточно неровное состояние. Так вот, если взять и делать все то же самое, с проведением линии, которая будет быстрее, чем удар вашего сердца, то есть линия будет проводиться очень быстро, то в этот момент возникнет некая легкость, некая чистота линии, которую вы проводите. Отсюда и то первое правило, к которому привыкает каждый художник, это из-за чего нас, художников, очень часто представляют в фильмах, как таких мы как будто бы стоим такие, знаете, и такие, там делаем это все. Это происходит именно по той самой причине, что скорость движения линии, которую вы ставите, должна быть достаточно быстрой, не медленной, не старательной, а наоборот, такой. Конечно, есть люди, у них настолько мощные контролируемые мышцы, что они по рождению граверы или гравер, как правильно это слово произносится, я не знаю. Так вот, они способны взять штикель в руку и провести по металлу или по рисунку столь классную линию, она проводится медленно, аккуратно. Это определенное искусство, это определенная мышечная тренировка. К этому можно тоже прийти, и тогда вы можете и медленно линии проводить, и быстро. Но на начальном этапе любое проведение быстрой линии, конечно же, делает ее живее, лучше, симпатичнее, эстетически более съедобной. Это первая линия с двумя такими, назовем ее отрезок. То есть это не линия, это отрезок. Потому что есть начало, есть конец. Теперь возьмем линию, у которой есть одна точка исхода, и потом она превращается в линию, то есть уходит. Что происходит в этот момент? Это новый этап штрихования, когда вы делаете следующее. Вы должны поменять силу нажима на карандаш и руку увести от бумаги. И продлить это движение дальше. То есть вы начали, двигаете и покидаете лист, но руку при этом проводите дальше. Не останавливаете ее здесь и убрали, а так раз и увели. То есть получается такой взмах, где карандаш явно проскакивает дальше. В результате появляются такие острые выходы. Что это нам дает? Если карандаш сточен, он уже не толстый, не тоненький, а имеет более широкую форму, то происходит следующее. Если брать другой материал, вот что начнет происходить.
без поворота карандаша плоско стирается, и у вас появляется вот это очень красивое наполнение толщины линии. Это обычно с мягкими карандашами работает. В графитном карандаше это почти незаметно, но если вы проделаете то же самое, несколько движений, вы почувствуете, насколько расширяется плоскость, и штрих становится плотнее друг к другу, элегантнее смотрится, нет таких разнесенных поверхностей. Это следующее, то есть начать уходить от листа. Это позволит точно так же менять направление с вот этими уже свободными хвостиками. Это можно использовать в рисовании, ну, например, прядей волос, которые начинаются из-под какой-то жесткой структуры. Можно выпускать эти линии, и будет очень красиво используется движение. Да? Ну, то есть это одна из манер штрихования, тоже очень удобная для каких-то там графических приемов. Вот. Теперь следующее. Есть штриховка, которая ценится больше всего. Это когда вы начинаете движение руки издалека и прикасаетесь к листу, то есть медленно входите в нее, как бы нажимаете форму. Вот, то есть ведете, не касаетесь листа, потом прикасаетесь, в середине увеличиваете давление и выходите из нее. Получается в центре напряжения два острых хвостика. Это самая крутая штриховка из тех, которые есть для того, чтобы покрывать огромные поля, там листы закрывать, формы. То есть эта штриховка становится вот такой. У нее есть начало тоненькое, окончание тоненькое, в середине напряжение. Этот прием используется чаще всего, потому что таким образом вы можете создавать ощущение растянутости, сконцентрированности пятнышка. То есть если здесь посмотреть, это просто блок такая форма, это скорее уже напоминает ощущение сферы. То есть некой круг. И это чаще всего используется при рисовании человека, потому что из-за того, что человек сферичен, да, то именно эта штриховка, даже если она имеет прямой ход, она становится ощущением выпуклой формы. При условии, что то же самое, сделанное вот таким способом, не напоминает ощущение сферы. Другое напряжение возникло. Вот. Плюс к этому, эта штриховка дает одну очень важную особенность. Если вы хотите покрыть большую поверхность таким штрихом, то две штриховки, соединяясь с такими хвостиками, сливаются воедино вот здесь, в этой части. То есть вы нарисовали одну часть, хотите приштриховать, продолжили, хотите продолжить дальше. И вот это место, где состыковываются штриховки, то есть если делать все то же самое, но вот с такими торцами, то торцы не сливаются. Здесь же они сливаются, и эти линии почти незаметны. То есть очень удобный момент. И дальше вы можете покрывать достаточно объемные пространства, контролируя вот эти схождения пятен. При определенном старании эти вхождения будут столь адекватными, что не будет возникать таких полей или пятнышек, которые внутри происходят. Если чуть-чуть пальцем дотронуться до этой поверхности, то палец снимает излишки тона, растирает их между собой, и будет получаться еще и такая приятная тональная подкладка. Хотя на начальном этапе рекомендуют, конечно, пальцем не тереть, потому что это смотрится странно. Но на самом деле это один из очень хороших приемов, когда пальцем можно подтирать поверхности, и это будет создавать определенный эффект. Но это там можно посмотреть. Блохин этим часто пользуется, он рисует мягкий материал. Николай Блохин, классный, кстати, очень художник. Вот, и он, когда проводит какую-то линию, очень часто он тряпочкой, пальцем, там, он использует эти растирки, там очень живой. Ну, посмотрите его мастер-классы, это тоже будет хорошо. Это не реклама, просто он действительно нравится, он такой большой профессионал. Вот. Так вот, когда вы научились так штриховать и наносить прямые линии, и поняли, что это начинает получаться, то значит, что у вас в руке возникла определенная моторика, пальцевая моторика. О чем идет разговор? Вы можете все понимать. Вот вы сейчас все увидели, все поняли. Вы берете карандаш, а ваши пальцы просто вас не слушаются. То есть физика мышечная не готова к тому, чтобы это выполнять. В результате вы будете сталкиваться на первом этапе с очень сложной проблемой. Ваш мозг должен научиться управлять вашими мышцами на руке от, там, не знаю, от спины, затылка, от попы, от пятки, управлять всеми мышцами так, чтобы ваша рука с легкостью наносила вот эти линии, которые я сейчас делаю, да, вот такие. Есть люди, которые это дается очень легко, ну то есть прям сразу. Там человек берет карандаш и сразу то, что сделал, повторит. Есть же люди, у которых это идет с трудом. Да? Поэтому просто наберитесь терпения. Обычно тем, кому это дается тяжелее, потом больше это ценят и больше этим пользуются. Людям, которые дается очень легко, наоборот, быстрее от этого отказываются. Ну, в общем, есть определенное качество того, что у вас это сразу не получилось. То есть это, наоборот, будет плюс. Вот. И вот вы научились покрывать вот такими поверхностями, то есть такой линией. И теперь мы переходим к следующей штриховке, которая еще больше нужна, ценится еще больше. Это штриховка, которая выглядит вот так. Когда вы наносите две штриховки одновременно. То есть вы ставите раз линию, потом два линию.
Раз линию, два линию. В результате получается за одно движение поставлена штриховка, перекрещивающая друг с другом, дающая сразу просто... Что получилось? Смотрите, если вы наносите вот таким образом, вы получили сразу несколько штриховок подслоенных, хотя тратили на это одно и то же движение. То есть появился вот такой ход. Для чего нужна эта штриховка? И как она вообще строится? По сути своей, это рисование вот такой восьмерки. Вот такое вот движение. Такие практики нанесения вот такой штриховки такими восьмерочками приводит к удалению руки от листа на краешке, так как мы делали вот с этой штриховкой. Вот. И тогда вы начинаете покрывать этой штриховкой большие пространства как бы с двойным направлением. Эта штриховка лучше всего подходит для рисования прядей волос. То есть если вы начнете использовать эту штриховку и будете менять направление, то автоматически за несколько поворотов вы получаете прядь, потому что это направление, когда вы меняете движение руки, используя характер, сразу передает фактуру этой поверхности. Очень удобная система, прям, но репетируется. Есть такой художник, очень хороший, Александр Николаевич Бурганов. У него роспись даже выглядит так. Он расписывается вот такими петельками. Раз, два, три, четыре. Прям удивительно, как будто он каждый раз прям практикует это постоянно. Вот то же самое и здесь. Как только вы научитесь владеть всеми этими материалами в графитном материале, то, конечно, в мягком материале это, ну или карандашом помягче, это работает еще лучше, потому что здесь графитный карандаш очень плотный, и он не пускает вас в большую ширину. Мягкий же карандаш позволит вам при том же самом эффекте увеличивать толщину покрываемой поверхности, и чем дольше вы ведете, не поворачивая карандаш, тем шире становится пластина, которую вы делаете, то есть вот эта вот кромка увеличивается, и тогда поверхность, которую вы покрываете, становится все шире, 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 все симпатичнее, симпатичнее, и возникает уже такое достаточно объемное строение. Поэтому этот прием пригодится потом и в работе с мягким материалом, очень удобная вещь. Самое главное, к чему надо быть готовым, что без хорошей подготовки, без хорошей мышечной структуры освоить эту форму невозможно. Поэтому есть ряд упражнений, которые позволят вам натренировать ваши пальцы. Упражнение очень простое. Вы зажимаете тот же карандаш, которым рисуете, и перекидываете его между пальцами таким образом, чтобы он скользил в вашей руке. Как только вы сможете это упражнение делать, достаточно легко, моторика мышц, которые находятся в ладошке, моторика мышц, которые находятся в предплечье, сильно увеличится, и ваша рука почувствует определенную легкость и удержание карандаша, и контроль за своими пальцами. Той рукой, которую вы рисуете, в принципе, нужно натренировать эти пальцы, и вам будет очень приятно. Потому что именно они контролируют вот эту скорость движения, пальцы, прикосновения, потому что это маленькая форма. И в штриховке есть еще один очень важный момент. Это так называемая точка штрихования, то есть сустава. Смотрите, что происходит. Если штриховка наносится от пальцев, то штриховка будет, то есть вы берете кисть, кладете ее на поверхность, и положив ее на поверхность, вы можете провести очень короткое движение руки, потому что это работают только пальцы. Но если вы хотите увеличить движение, вам нужно уже работать от лучезапястного сустава, и тогда движение будет больше. Но оно становится от точки вращения, которая здесь есть, полукруглое. Вот это движение. Рука при этом скользит, она будет мазать то, что уже нарисовано до этого, поэтому если вы правша рисуете отсюда и уходите в эту сторону, если вы левша рисуете отсюда и уходите в эту сторону, чтобы не замазывать то, что вы уже наштриховали, при определенном опыте это потом станет просто привычкой. Вот. Так вот, есть вот этот поворот. Касаться при этом костью листа желательно, потому что вы будете чувствовать контроль бумаги, расстояние, это будет удобно. Есть специальные сейчас перчатки, которые можно надевать, можно лист бумажки подкладывать, когда штрихуете, чтобы не затирать. Можно отодвинуть на мизинец, есть уже сильные ладони, и люди работают от мизинца, чтобы контролировать вот эту точку соприкосновения с листом, тогда сила воздействия на уже нарисованный рисунок будет меньше, и точка соприкосновения будет меньше, вы не столь разотрете. Поэтому многие преподаватели рекомендуют работать от мизинца, подставлять как бы форму. Есть люди, которые подкладывают специальную палочку и работают с нее, когда штрихуют.
для того, чтобы не затирать, там такая палочка с поролончиком, я не знаю, как она называется, в общем, выглядит достаточно эффективно. То есть можно это сделать и так, если вы прям супер эстет, и вам нужно, чтобы ничто не затерлось, то можно работать через нее, тогда тоже лист не затирается. Тоже очень удобный способ. Но это один из поворотов, который вошел вот здесь, вот в этой части, то есть скольжение. Но есть линии, которые надо провести долго прямые, и тогда вы должны работать от плечевого сустава. То есть ваша рука превращается в механизм скольжения от вот этой поверхности, и тогда вся рука проводит достаточно длинные линии. То есть идет длинная полоса, вы как будто бы бросаете руку, и работает плечевой сустав. При этом вы фиксируете полностью пальцы, фиксируете запястье, локоть помогает следить за длиной пространства, и тогда вы все делаете через плечевой сустав, тогда получаются длинные прямые штрихи, рука работает как такая единая структура, вот сюда, длинная форма. Очень удобно. Если же вам хочется провести горизонтальные линии, то вы понимаете, что вот сейчас дело было стабильным, и рука падала вниз, и ваш вестибулярный аппарат контролировал вот это движение руки вниз. Но если вы хотите провести длинную линию, в помощь приходят ваши ноги. И поэтому, когда вы проводите прямую линию вдаль, то двигаете все тело целиком. Вы работаете ногой. Вы постепенно почувствуете это, и поэтому все линии, которые проводятся горизонтально, проводятся с легким движением тела, то есть как бы идет такой посыл от тела, и это даст вам возможность свободнее чувствовать себя. То есть это такое ощущение в тазе должно происходить. Я понимаю, что сейчас это выглядит странновато, да, потому что речь идет как бы о рисовании на мелком объеме, но как только вам нужно провести большую длинную линию, и вам нужно ее как бы сохранить, она должна быть эстетически очень красиво, вы невольно начнете это чувствовать. Это есть и как в каких-то тренировках ушу, и спортивных соревнованиях, в танцах и так далее, и так далее. Все зарождается в нижней части, переходит вверх, поэтому это взаимосвязь культур, занятий, там все что угодно. Вот. Поэтому вот эта линия, которая проводится горизонтально, работает от колебаний тела, которое позволяет руке двигаться вроде бы в этом направлении, но при этом как бы все время быть вместе. Вот та система, которую вы освоите, та тренировка, которую освоит, приводит вас к одному очень интересному эффекту. Вы начнете проводить эллипсы штриховкой. Вот такие эллипсы. Для чего это нужно? В большинстве случаев форма, уходящая от квадрата, где штриховка имеет вот такое горизонтальное, или вот такое горизонтальное, или такое горизонтальное штрихование, где линии должны быть прямыми, вот, уходит на рисование человеческого тела, а человеческое тело сферичное, из-за того, что эти сферы вытянуты какими-то капсулками, выглядят так и так, то вам придется покрывать эту форму такими круглыми элементами, и по своей природе эти элементы будут являться на самом деле эллипсами. Поэтому тренировка эллипса, штриховка эллипса – одна из самых основных дисциплин. Умение нарисовать эллипс, умение построить этот эллипс, умение нарисовать круг за одно движение – это очень важное техническое действие, когда вы начинаете ощущать рукой, что вы чувствуете сферу. Да, чувствуете этот объем, чувствуете эллипс, который находится внутри, чувствуете следующий эллипс и можете перемещать направление штриха, то есть удерживать штриховкой прям массу величины здесь и здесь. Вот это основной ключ к рисованию круглых форм, потому что для того, чтобы быстро изобразить, например, ощущение шара, которое вам нужно, да, вы будете использовать штриховку с подбивкой нижнего края, здесь и здесь, и будет сразу создаваться ощущение света внутри. Буквально несколько штриховок здесь, и у вас уже ощущение светлой формы. Буквально несколько штриховок на падающую тень, и у вас уже получился объем. То есть это минимум средств, максимум выразительности, когда вы используете ту технику направления штриха для прямой плоскости, которая для прямой плоскости поверхности, на которой стоит форма, и полукруглая штриховка, которая создает ощущение эллипса. Как бы человек сознательно, он продлевает вашу линию. Ту линию, которую вы начали, он всегда продлит. То есть, если я, например, нарисую вот такую линию, потом нарисую вот такую линию здесь и здесь, нарисую этот краешек, то вы почувствуете ощущение чашечки на блюдечке. Хотя я рассказал меньше половины предмета, но ваш мозг додумал все остальное. Поэтому можно не досказывать, и штриховка именно этим занимается. Она не досказывает, но при этом зритель додумывает, он сопереживает, он соучаствует процессу, и ему становится очень красиво из-за этого. Поэтому почему так любит штриховку? Потому что любая вроде бы, как бы сказать, намек
Да? Говорит, если человек догадался, гораздо приятней, чем когда вы разжевали все сделали, а ему, в общем, и участвовать не нужно. Вот, поэтому люди любят штриховку, вы тренируете штриховку, овладеваете ей, и вы супер. Спасибо огромное, удачи!